Если вы такие же старые, как и я, то наверняка смотрели «Следствие ведут колобки» или «Его жена курица». Это работа Ивана Максимова, советского российского художника, мультипликатора и так далее. Так вот, у него есть игра «Полная труба», название которой отлично описывает все, что там происходит. В интернете есть обзоры на эту игру, ведь пройти ее здравому человеку без подсказок или прохождения под рукой невозможно, но никто не пытался понять мир этой игры и разобрать персонажей. Для этого видео я посмотрела все его шизоидные мультфильмы, даже книгу прочитала. И оказывается, эта игра тесно связана с его произведениями, и в ней не просто дикий сюр, а реально есть смысл. Здравствуйте, меня зовут Сахар, сразу к делу. Знакомьтесь, это дядя. Странный чел-улитка в юбке. И пока он спал, к нему ворвалась огромная рука, чтобы стырить тапок. А купить новое это же так затруднительно. К тому же на шкафу есть надпись 1485, что, конечно, может означать год, но это ангельское число. Если вы его видите, то это знак, который говорит о том, что если вы посвятили всю свою жизнь ожиданию того момента, когда наконец начнется настоящая жизнь, то зря. Если не хочешь, чтобы жизнь не была потрачена впустую, сделай это сейчас. Поэтому дядя отправляется на поиски пропажи. Его подкроватная дыра ведет его в то ли глубокий подвал среди непонятных труб и вентилей, то ли в обычное городское подземелье. Уже так много непонятного произошло. Либо у дяди, кроме спальни, комнат нет, либо он инвалид и испражняется в горшок, а в люк под кроватью это все сбрасывает. В этом котловане мы встречаем социофоба Яйцекола. Его имя говорит само за себя. Он любит биться головой о чьи-то яйца. Я им ни разу не пользовалась, да и он явно псих, идем дальше. Следом я встретила Яйцеглота. Ну и имена у них, конечно. Казалось бы, сидит, ничего не делает, нахально требует 3 яйца всего за одну монету. Это что за инфляция? Но на самом деле разработчики на его примере показали апогей человеческой жадности, хитрости и беспринципности. Его жадность обуславливается в первую очередь его удивительным коммерческим чутьем. Он понимал, что дядя без монеты никуда, вот и заломил цену. А откуда взять эти яйца? Естественно, подняться наверх к дяде-ящику. Это один из самых загадочных жителей полной трубы. Он прошел долгий и непростой эволюционный путь, пока не достиг совершенства. Ящика на пузе. Способность у него реально классная. Он из бесполезных вещей делает нужные яйца. Зашибись. В этой комнате мы узнаем главную проблему этого мира. Что же это тут у нас? Это же формула абсолютного, чистого этилового спирта. То есть по трубам полной трубы течет алкоголь, который пьют все. Запоминаем это. Герой прошел дальше, все глубже погружаясь в атмосферу этого мира. Трубы тут неспроста. В книге я прочла, что у Ивана есть целая галерея фоток с разными подворотнями, стенами, обшарпанными двориками, и везде только трубы. Если приглядеться, то это и есть суть города. Трубы. Полная труба – это сюрреалистичное отражение нашего мира. На самом нижнем уровне мы очутимся в маленькой комнатке, где за столом играют в домино 3 пьяниц – малой, горбатый и длинный. Они символизируют 3 стадии алкоголизма. Малой – это до. Хороший мальчик, ученик длинного, но в основном учится у горбатого. В курилке отвечает за противопожарную безопасность. Пай мальчик не курит, не пьет, однако, к сожалению, с интересом и некоторой завистью посматривает на взрослых коллег. Конечно, вероятность, что он не последует их пути, существует, но она ничтожно мала. По крайней мере, для мира полной трубы это невозможно. В процессе горбатый, главарь сантехников, поэтому у него всегда есть что выпить. Также главный по курилке. Герой крайне отрицательный, пьет, курит, сквернословит, да еще алименты не платит. Он находится в той стадии, когда все вокруг кажется ничтожным, не стоящим его внимания. В то же время он уже ощущает тревожные изменения в своем организме, и они пугают его как ничто другое. И длинный, как нетрудно догадаться, находится в состоянии после. Он уже достаточно пережил, находится в так называемой завязке, что показано буквально. Но что, если этот узел единственное, что мешает ему пить, и он до сих пор не может сказать себе «хватит». Также мы можем встретить взбесившуюся мамашу, которая отказывается нас пропускать, пока мы не забросим в ее сумку 3 шарика. У женщины проблемы с психикой. Злоупотребление алкоголем при беременности ведет к патологиям развития плода, преждевременным родам или выкидышу недоношенности. Не удивлюсь, если это ее абортыш. Представляете
Представляете? Да, тут есть труп ребенка. Игры для детей. Женщины с синдромом ложной беременности очень хотят испытать состояние беременности и стать матерями. Мнимая беременность – это еще цветочки. А вот желание обзавестись потомством от паука-алкоголика – полноценный диагноз. Бородачи – лица без определенных занятий. Бедная мамаша живет с дезертиром-абьюзером. После окончания почти искусственного оплодотворения мамаша уезжает на лифте выхаживать свое будущее потомство. Удачи вырастить камни. Кстати, про детей. В этой игре показано не только использование детского труда, но и детский алкоголизм. Мальчики, члены местного отделения ВИПа, любимого здесь слабоалкогольного напитка, которые дадут тебе звезделей, если ты попытаешься отнять у них кружечку с напиточком, а также единственная девочка, подружка мальчиков, которая захихикает дяде за то, что он не умеет пить. А как же пища? Они же помрут от голода на одном спирте. Переходим к Батуте. Любит поесть, поспать, почесать живот и еще кое-что. Интересно, что? Самый доброжелательный персонаж во всей полной трубе. Только все делать строго по расписанию. Кушает супчик в одно и то же время, такой милый. А вот из чего супчик-то? По трубам же течет спиртяга. А мясо? У меня есть теория. Для того, чтобы пройти дальше, нам в один момент придется сыграть в мини-игру, суть которой заключается в том, чтобы закинуть несколько козявок в банку, после чего рука номер 34 вытаскивает их оттуда наверх. Всех. И неизвестно, что она там с ними творит, но позже на нас свалятся мешки, внутри которых что-то шевелится. В этих мешках живое существо. Советую вам посмотреть мультик 5/4 или 5/4, как вам удобнее. Там много персонажей, которые присутствуют в этой игре, даже локации похожи. Там эти козявки тоже есть. Их ловят как каких-то крыс. Чтобы вы понимали, это самые безобидные существа здесь. Вы просто посмотрите на их описание. Живут одной большой семьей. По утрам все вместе делают зарядку. Настоящие акробаты. Любят ретро-музыку. Кроме этого, никому вреда не приносят. А что, если это они в тех мешках и их перевозят на суп для остальных обитателей полной трубы? Ну, Сахар, а где доказательства, что они там вообще едят что-то, кроме яиц дяди Ящика? Яйца дяди Ящика. Ну это писец. Сори. Окей, любимое блюдо кочелени – жирный добрый махалет. А это аналог мух, только крупнее и намного умнее. То есть он питается разумными существами. Мило, не так ли? Смотрите, тут также есть старый пионер. В мультике нам даже показали его внука. Значит, это не деформация. Они такими рождаются. Они дружат со своей головой, буквально. Хотя, мне так не совсем кажется, его голова словно постоянно показывает ему фигу. Товарищ. Помните слоган пионеров? Всегда будь готов, или как там было? Хотя, кого я спрашиваю? Старый пионер сумел построить социализм в отдельно взятой трубе, и, к сожалению, в этой игре он без внука. Спустя время нам придется пройти мини-игру. На потолке подвешены 4 крыски. Слева валяется плеватель, плевки которого нужно провести через крыс в рот глотателя. Ну и парочка. Если мы попадем по крысам, то эти шарики лопнут. Глотатель выглядит таким несчастным персонажем. Ну, естественно, его же постоянно за хвост дергают. Является ли это пропагандой некого социального равноправия? Но правильно ли отбирать энергию у сильных и отдавать ее слабым? Глотатель так похож на этих крысят, словно их родственник. В чем-то я действительно права, у крыс есть отец, но это вот этот стрёмный кусок фигни. Его зовут Надуватель. Безусловно, некоторое анатомическое сходство угадывается. Хвостик длинный и носик такой. Как он позволил такое со своими детьми делать, я понятия не имею. Сплошное надувательство. Слишком много негатива, да? Давайте о чем-нибудь романтичном поговорим. Здесь обитает такая мерзкая, но страстная пара. На 3 этажа распростерся жирный пираф. Он влюблен, но пока еще не знает в кого. За люком целомудрия его ждет его возлюбленная. Он проштудировал множество научных трактатов полной трубы, но безуспешно. Поэтому просто ждет чуда. А что ждать-то?
Тут все очевидно максимально. Купидон, сердце, даже сисечки есть. Люк открыть максимально просто. Может, он просто не знал про День Святого Валентина? Не мешкая ни секунды, он пополз навстречу своей любимой. И они там создали вечный вакуум. Повезло ему с девушкой, с голой жопой. Его подняла в воздух одними губами. Сильная женщина. Значит, платоническая любовь существует. Такая сильная. А они первый раз друг друга видят. Любви пытается добиться еще один персонаж. Лифтерша. За хорошую работу переведена в отдельный стационарный лифт. Сидит там у себя и... Смотрите сами. Тут комментарии излишни. Остается догадываться, за какую такую хорошую работу ей свой лифт подарили. Так она нас просто пустила к себе. Детская игра, внимание! Мы приближаемся к концу игры. Тут нам нужно пройти сквозь Радохруста, он же Трубохвост. Родился в трубе и перерос ее. Очень щепетилен в вопросах гигиены. Да, чтобы пройти через все его дыры, нам просто нужно вытереть ноги. Это мило на самом деле, но мне больше нравится его имя. Радохруст. Он слился с трубой, стал одним целым. Его даже прикрепили к ней веревками, такой он тяжелый или опасный. Как он питается, если не может выйти оттуда, а рядом ни души? Радохруст, а ты ли не чьими-то костями хрустишь? В конце игры нас опять ловят хитростью. Тупой дядя, ну как не догадаться, что это ловушка? Нас хватает та же рука, что и в начале. Рука эта принадлежит Тыр-темнота, самый главный в полной трубе. Его главная забота — занять каждого обитателя своим делом. Это он все создал и все держит под контролем. И его взбесило то, что дядя единственный, кто сладко спит у себя дома, а не работает у него в трубах. Или он просто задолбал срать в дыру под кроватью. Я описала большинство персонажей, и теперь вся эта игра кажется хотя бы чуть-чуть более-менее логичной. Забавно наблюдать за тем, какие раньше игры в России делали. Он обсмеял буквально все, что мог. Это было бы максимально странно. Уверена, что большинство вообще про эту игру не знали. Но теперь у вас есть чем заняться. А это была полная труба. Вот.